Опера не в курсе про куклу? Нет. Пас. У короля ведь какая-то родня была в Ленинграде. А тебе зачем? Просто. Слышь, ты мне сухим мылом по пузу не води. Мы взяли тогда у доктора сверток из сейфа и 3 бронзовых девок. Молодую тетку и старуху. У короля перед войной тоже было 3 бабы. Мать, Верка, бывшая жена, и Маруха, молодая Виолетта. Ну? Мог король раздать им по кукле? Не иначе. Но надо бы их найти. Может, кто из них куклу в комок сплавил? А может, у кого-то еще на руках? Виолетта в оперете пела. До войны в Астории его жбанила. Такие кошки своих привычек не меняют. Правда, если жива. Нет, пас. Давай на отыгрыш. Ты зачем за мной по люлю посылал? Это береженого Бог бережет. Если ты думаешь, что без меня по куклам можешь куш найти, то вряд ли. Да ну. Король ушлый был, а ты… Голова не та. Тихо, 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 браток, не пыли. Все разделим по фунту. Там куш такой, что каждому до конца жизни хватит. Ну, откуда известно? Иначе король не стал бы ныкать его ото всех. Инкассация знала решетки? Ну, конечно, ведь инструкции все сменились. Должны были дверь новую поставить и будку охраны укрепить, но не успели. Товарищ капитан, разрешите? Мне нужно взять отпечатки второй смены, чтобы исключить из записания. Да, пожалуйста. А как у вас работает пропускная система? Очень хорошо работает. Ни одна мышь сюда без пропуска не прошмыгнет. Да, у нас все посетители в журнал записываются, он прошит, пронумерован, все как положено. Можно его увидеть? Вот он. Так, отлично. Это мы изымаем. А мы без него не сможем работать. Временно. К открытию артели все будет на месте. Так, что встали-то? Давайте дальше. Я займусь больницами. Один раненый у них точно есть. Куда-то его должны привезти. Может, добили. В 52-м в Пушкине банда Сиплова грабила почтовое отделение. Так они своих добивали. Маша, вам удалось взять образцы крови с места перестрелки? Да, я отдала на анализ. Игорь! Да. Перетряси всех, кто знал о доставке золота. Уже? Руководство артели задержано, пишет объяснение. Сереж, а по машине точно отследить не получится? В Ленинграде на сегодняшний день в личном пользовании 10 тысяч побед. Половина из них бежевые. Если прибавить еще государственные, получится в 2 раза больше. А не факт, что не ленинградский. К тому же наши бандиты все время номера меняют. Это точно. Маша, а что по отпечаткам? По отпечаткам мышей не работает. Ну, ядрить колотить, а! У вас 2 нераскрытых ограбления, убийства, вы тут всякой хреновиной занимаетесь. А это у нас коммунистический субботник. Вы сами дали распоряжение? Как дала, так и сняла. Значит так, я только что от Михайлова. Нам дали неделю. Если через неделю не найдем банду, пришлют следственную группу из Москвы. Все. Пойдете в постовые, ясно? Что стоим? Давайте. Крапивина, что с формой? Здесь не драмтеатр, а милиция. Правила ношения формы одежды не нарушены. Сережки снять. Есть. Пить! Не есть, а слушаюсь. Слушаюсь. Воснецов, Васильев, Найденов. По удостоверению. Маш, тебе конверт из управления музеями и охраны памятников истории и культуры. Принесли еще вчера вечером, но тебя не было. Распишись.
Товарищ Крапивина, вы куда собрались? Павловск, нашлась одна из 3 статуэток. Какой Павловск? Где анализ отпечатков? Сегодня субботник, картотека не Ну и работает. что, я вас никуда не отпускал? Меня товарищ полковник отпустил. Она мне сказала, поезжай, давай, проверь свою версию. Когда? После субботника. Ну, во-первых, это нарушение субординации, а во-вторых, вы врете. Проверьте. А вы не сомневайтесь. Товарищ полковник, разрешите обратиться? Разрешаю. Скажите мне, а зачем вы оставляли Крапивину после субботника? Это не твое дело. Нет, это мое дело, потому что она находится у меня. В подчинении я хочу знать, какие распоряжения вы ей даете за моей спиной. Хочешь, чтобы я переписала тебе характеристику? На каком основании? А на том основании. Выпустила с волчьим билетом и без выходного пособия. Будет. А где Крапивина? Не видел? У Паулины пойди спроси. А вы кто? Добрый день. Лейтенант Крапивин. Ого, уже успели в Ленинград Что сообщить. случилось? Сегодня ночью вломились в музей. Прошу вас. Украли несколько экспонатов. Так что вы говорите? Ну, Директор представляете, музея не Людмила успели Михайловна. открыть несколько залов. Здравствуйте. Как нас начали грабить. Людмила Михайловна, эксперт анализ Ну Крапивина. что это? Ну что это за люди? Такая война страшная была. По крупицам, по крохам собирались таким Скажите, а что трудом. похищено? Ну, слава богу, ничего особо ценного не похищено. Ну, так, несколько вещиц. Может быть, что-то из этого? Сейчас. Вот. Твердым предметом разбили стекло, открыли щеколды. И, собственно... Вот. Женщина с луной. Так, мне нужны документы на эту фигурку и телефон с выходом на Ленинград. Да, пройдемте. Так, вот ордера. Сейчас. Ага, вот. Женщина с полной луной. Скульптор Леонид Егоров. Попала в музей в результате дарения. Так, а кто подарил? Неизвестно, это еще до меня было. Ну, а когда дарственное есть, то дарителю не обязательно указывать фамилию. Лена, кто там есть из наших? Позови, пожалуйста, я не могу дозвониться. Почему деньги хранили не в сейфе? Какие там деньги? Посетителей почти нет. Сейф должен находиться в кассовом помещении. Это нарушение. Это музей, вы понимаете? Это не магазин и даже не завод. Музей. Как низко нужно пасть, чтобы воровать деньги в музее? Я думаю, это имитация, целью грабителей были не деньги. А что? Как статуэтки. Таких совпадений не бывает. И в комиссионке, и здесь. А может, совпадение? У нас на Петроградке в 52-м такой же случай был. Вообще поверить невозможно. Взяли преступника, звать Макар Иванович Кандыба. Оказался полный тезка первого секретаря. Исключения подтверждают правила. А где стояла фигурка? Пойдемте. В подвале дверь снята с петель. Уходи, заходи. Зачем было разбивать окно, непонятно. Местные допросили рыбака. У него дом стоит у дороги. Говорит, всю ночь плел сети на своем чердаке, никаких машин не видел. А иначе, как мимо его дома, ко дворцу не проехать. Товарищ Крапивина, заканчивайте. Все, ребят, едем. И никаких следов победы. Если бы приехали на машине, то непременно были бы следы. Вчера вечером шел дождь. На фонке ничего нет. На ящиках ручка стола тоже чистая. И на постаменте. Да, никогда еще банда короля так чисто не работала. Людмила Михайловна, можно вас на минутку? У меня к вам будет просьба. Пойдемте. Прежде чем напасть, грабители, скорее всего, приходили, изучали обстановку. Скажите, вы не видели вот этого человека? Нет, не видела. Заберите фотографию, покажите работникам музея. Если кто-то узнает его, немедленно сообщите мне, хорошо? Обязательно, обязательно. Спасибо. Спасибо Всего вам доброго. большое. Ну, будем держать вас в курсе. Нет, не надо, это не наше дело. То есть как не наше дело? Это не наше, потому что это ограбление совершила не банда короля. Это не их почерк, не их цели, потому что они сейчас взяли золото, сидят по малинам по своим. Статуэтки? И наша цель, потому что не статуэтки. Потому что наша цель банда короля. И хватит саботировать нам работу.
У меня нет времени на вашу эту ерунду. Товарищ капитан, вы могли бы... Что мы могли бы? Я вам объявляю выговор. С этим разбираются местные сотрудники. Все. Маш, а во сколько мне за вами зайти? Не надо, мы встретимся в Дворце культуры. Оперативка в 6. Я успею. Интересно тебе? Лена, а кто вскрыл конверт из управления музея? Шведов. И он его никуда не уносил? Нет, сразу отдал. Ладно, я пойду. Да, пока. Только я не поняла, почему они все смеялись. Кто смеялся? Ну, они тут все стояли, Паулину ждали, и Шведов открыл письмо, прочитал, пошутил, и они все посмеялись. Над чем смеялись? Шведов сказал, что ты не криминалист, а искусствовед. Только Петров насмеялся. Весь отдел был, и Паулина тоже? Да, она сразу пришла. А что, почему ты спрашиваешь? Ну так не люблю, когда читают мои письма. Приемная начальника РУВД. За месяц до ограбления найденным был в ювелирной артели. Да ты что? Это значит, что он может быть предателем. Ух, я его раскалю, я из него все вытрясу. Это не шутка. Ах, кто шутит? Девушка, я удивляюсь. Обожаю опасности. Добрый вечер, девушки. Привет. Привет. Спасибо. Умник. Как она танцевать-то с этим будет? О, так нормально. Ой, держи меня, мама, танцевать хочу. Маш, далеко здесь жил Пушкин где-то, да? В квартире родителей. Вот представляете, он читал стихи у Олениных, Тургенева. Жуковского. Да. А потом возвращался домой вот по этим камням. Я когда думаю об этом, меня дух захватывает. Маш, слушайте, а давайте погуляем сегодня? Ну, ведь светло же. Белая ночь. Игорь, может быть, не в этот раз. Я хотел с утра пораньше посидеть в картотеке. Да я сам к семье приду. Ограбление ювелирной артели, дело серьезное. А раньше там такие происшествия бывали? Ну 2 месяца назад было ограбление, ездили разбираться сюда всем отделом. Всем отделом? Ну да, сначала Сережу на отделом послали. Уж, по-моему, нас всех вызвал, но сам не справлялся. Нашли? Да. Там завхоз воровал на пару с начальником. Но это не они, это не тот случай. Эти сидят давно. Отсталых туч над нами проплывает последняя толпа. Царит весны. Ай, Маш, простите. Что-то просто на поездке потянул. А я тоже люблю стихи. Знаете такое? Ну-ка, иди сюда.
Нет. Ты резиновый калоши, настоящий. Смотри, настоящий, может, кажется, весь кавалер хороший, появился. если высохла вода. Ей всего на свете хуже в чистой комнате стоять. Стоили дело шлепать в лужи, не знаете? Нет. Ой, я помню, не могу понять, откуда. С вами бывает такое? Нет. Я все помню. До свидания. До завтра. Господи, как она быстро выросла. Боюсь, за нее только бы глупости не наделала. У тебя есть дурная привычка. Волноваться раньше времени и без причины. Ничего с ней плохого не будет. Она у нас взрослая, умная. Вся у меня. Вся в тебе. Вся в тебе. Ну, как погуляла? Хорошо? С кем? С Гути? А парни-то были? Ой, парней целый зал. Не страшно вам одним гулять? Ночью бандиты кругом. Пап, скажи, а тебе когда-нибудь приходилось защищать бандитов? Нет, я только по имущественным делам. Уголовников никогда не защищал. Не понимаю, как можно защищать убийц и грабителей? Видишь ли, Маруся, во времена культа профессия адвоката была чисто номинальной, никакого реального влияния на процесс не оказывала. Но каждый человек имеет право на защиту. Я понимаю, нас же этому учили, но я бы не смогла. Теперь все меняется. И ты будешь жить в счастливые и правильные времена, когда суды будут честными, а адвокаты будут настоящими. Да. Бандитов лучше защищать, чем их ловить. Началось. Я спать. Вечер. Да, вот тебе и здрасте. Там Варнак живет. Он картину принес на барахолке. Ну, она, конечно, погорела немного, но он все равно бы за шкалик бы ее скинул. Мои бы перехватили. Ну, я же правильно сделал, начальник? Правильно, правильно. Братина! Подъем! Вонище. Ты знаешь мужика, который хотел сжечь картины? Чё? Чё? У тебя память отбила? Меня помнишь? Тебя помню, его нет. А меня и не надо. Картины помнишь? Да. Мужика этого раньше видел? Брат. То ли в 15-м, то ли в 13-м доме живет. А может, он туда в гости ходит? Может, и в гости. Ну ладно. Пойдем. Пошли, покажешь, где он живет. Давай. Пойдем. Ну да, вот они. Вот 13-й дом, вот 14-й. Мы имеем 2 улицы и 2 арки, через которые можно пройти во дворы. Свидетель у нас только один. Надо, чтобы работники ЖЭКа перекопали вход в одну из арок. Тогда все будут ходить через другую. Молодец, Сереж. Я договорюсь с ремонтным управлением, нам дадут строительный вагончик. Некоторое время побудете ремонтной бригадой. Слышь, Петров? Вагончики бы еще окошко. Будет вам окошко. Словесный портрет составили? Олег пытается. Нужно, чтобы дежурил весь отдел. График дежурств составьте. Так точно. Детский сад. Молодец. Мне прямаху где знать. Котелок не варит. Перебьешься. Похож? Вроде похож. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Разрешаю. Вот отчет по отпечаткам пальцев. Совпадений в картотеке не обнаружено. Группа крови 4. Хорошо. Разрешите мне денек посидеть еще в библиотеке?
Пожалуйста, я считаю необходимым разобраться в истории триптиха. И если мы поймем, зачем бандитам эти статуэтки, мы их поймаем. Опять? Я же, по-моему, очень ясно сказал. Никаких статуэток. Чего ты сопротивляешься? Это всего лишь версия. Я, например, Машу поддерживаю. Вы, капитан Петров, не влезайте в разговор начальника с подчиненным. Соблюдайте субординацию. Я пока еще не уволился. Товарищ капитан, я вам обещаю, если я сегодня ничего не найду, я больше об этих статуэтках ни слова не скажу. Разрешаю. С этим условием. Слушаюсь. Да. Хорошо. Где? Понял. Паулина всем велела ехать на место. Наши ребята уже там. Так, ты тогда езжай, бери этого бродягу. Я часа через 2 подъеду, кого-нибудь сменю. Олег, слушай, когда графики будешь составлять, ты не мог бы меня вместе с Машей в одну смену поставить? Мы потанцевали, потом погуляли немного. Маша хорошая девушка, у нас интересы общие. Стихи читали. Ну, за сайт-то, наверное, надо не стихи читать, а работать. Олег. Хорошо. Лен, вот отчет по Улине положи на стол, она просила до оперативки. А этот шведом? А чего, сама не отдашь? Положено после регистрации. Ну, все. Мы договаривались на 6 часов. Я не могу просто так вот уехать с работы. Не надо. Не надо на меня давить. Да, я все сделаю, да. Я все сделаю. Вы не знаете, когда будет выступать вот эта певица? Виолетта Ретова? Да что вы, Господь с вами. Как началась война, ее никто уже больше и не видел. Погибла, наверное. Кто? Нет. Что? Это все, что есть у нас по 19 веку. Остальное вы видели в прошлый раз. Спасибо. Опять наша умная девочка читает умные книжки. Как вы знаете, что я приду? Сердце подсказало. Что такая грустная? Я нашла вторую статуэтку. Ну так, поздравляю. У меня увели ее прямо из-под носа. Кто? Не знаю. Сейчас пытаюсь понять, как они попали в комиссионные магазины, в музей, изучая их историю. Хотите, я вам помогу? Уже. Так. Что-нибудь еще? Нет, Кузьма. Не видел тут такое?
У нас сейчас постарше, но, думаю, мало изменился. Нет, таких я не видел, но скоро подойдет мой напарник, он работает давно, может, что-то подскажет. Ну, конечно, война, блокада, это все, но что же должно остаться? Я не сдамся. Мой отец говорит, крапивины никогда не сдаются. Да, хорошие слова хорошего человека. Милая Маша, а куда сейчас ходит советская молодежь? В кино, в музей, в клубы. Я имею в виду заведение общепита. В кафетерии или пышечные. Давайте пойдем в пышечную. Где ближайшая? Ой, да кажется, на Невском. Я бы вас повел в ресторан, но… Вы пьющий? Нет, я старый. Ой, да перестаньте, какой вы старый. Вы меня искали? Не видел эту даму? Красивая. К сожалению, нет. Что-нибудь еще? Спасибо, нет. Благодарю. Виолетта? Че надо? Я тебя не помню. Я Буфет. Король был человек, но вокруг него вечно ошивалась всякая мразь. Буфеты, червонцы, бакланы и прочее зверье. Тебе что надо, мебель? Я же сказал, поговорить. Водки купи мне. Пойдем. Узнаешь? Моя штучка. После войны ее в комиссионку отдала. Откуда она у тебя? Король притащил. Просто принес, ничего не сказал? Ну почему же сказал? Сказал, что если его не будет, что Верка придет, и я должна ей отдать. Жена? Зачем? Сказал, что денег у меня будет много-много. Да только я бы ей хрен что отдала. Сука она. Не знаешь, где она живет? Да Верка старая уже, если не сдохла. На меня смотри. Хочешь, я тебе песню спою? Сакварли саплав цепти, верна хедакар гулико, гула москни лифтироди, сада харчемо сулико, гула москни лифтироди, сада харчемо сулико. Она мне по делу нужна. Дай денег. Король к ней каждую неделю ездил. И меня с собой брал. Чтобы я на сына и на его смотрела. Угол Каляевой и Чернышевского. Вторая парадная. Вход со двора. Второй этаж. Куда собрался? Дай денег. Больше нет. Не ври.
Вам немец перед войной тогда много дал. Я все слышала. Там все, что было в сейфе? Да. Что за шутки? Никаких шуток, господин фон Хольц. Просто условия изменились. Условия можно изменить только с согласия обеих сторон. Я посмотрел то, что мы взяли у врача. Это стоит значительно дороже. По моей наводке вы украли эту вещь. Вы должны мне ее отдать. Я вам заплачу столько, сколько мы договорились. Вы офицер царской армии. Вы должны помнить, что такое честь. Как офицер, по чести, я не должен отдавать это немцу. Германия – извечный враг России. Да не те сейчас времена, господин фон Хольц, чтобы о чести толковать. Вы получите свой заказ, когда принесете мне вдвое больше. И паспорт. Паспорт гражданина Франции. Эта вещь бесценна. Ты не сможешь ее продать. Ну, а ты не сможешь продать, потому что я не отдам. Но это потребуется время. Времени у нас сколько угодно. Теперь я буду всех молоденьких девушек приглашать только в пишечные. Их много. Девушка-милиционер всего одна. Кстати, Маша, в вашем деле есть подозреваемые? Уф, нет. Пока тупик. Существует золотое правило. Если ты зашел в тупик, ты должен вернуться в исходную точку и начать все заново. Как жаль, что искусство становится причиной таких преступлений. На самом деле искусство тут ни при чем. В конечном счете все упирается в деньги. Да, вы правы. Надо понять, в чем же ценность этих статуэток. Извините, мне надо бежать. Надеюсь, мы еще увидимся. Спасибо вам за помощь. Вам спасибо. За пышки. За чудесный вечер. Маруся, где ты пропадала? Привет, в библиотеке. Потом гуляла, а что? Да, Гуся ждет. Уже 1,5 часа, да? Привет. Маш, где тебя носит? В библиотеке, что случилось? Да. Я тебя жду уже 1,5 часа. Нет, Екатерина Михайловна, Здрасте. нет, я не знаю. Ну, чего? Это он. Кто он? Найденов. Он и есть предатель. Откуда ты знаешь? Во-первых, он противный. Так, и что? Ну, ты фильмы про шпиона видела? Они там все такие. Понятно. Что понятно? Во-вторых, он эгоист. Он только о себе и думает. Его вообще ничего не интересует, кроме его болезней. Постоянно ноет. Еще что? В-третьих, он противно целуется. Что? Ты что, с ним целовалась? Да, целовалась. Да, и еще буду. Это же для дела. Куть, во-первых, ни одна из тех характеристик, которые ты дала Найденову, она даже косвенно не является уликой. А что является, мне интересно? Вот, пожалуйста. Я это нашла у шведа. Ну, что это за каракули? Это не каракули, это написано на английском языке. Я потом переведу про какую-то статую в Лондоне. Вот скажи мне, пожалуйста, зачем советскому милиционеру писать что-то про какую-то статую в Лондоне, еще и на английском? Может, он это просто нашел? Нет, это его почерк. А во-вторых, он постоянно звонит из телефона в автомат, хотя у нас в отделе есть телефон. У меня, кстати, есть еще один подозреваемый. Осипов. Он бесконечно рассказывает истории. А все эти истории знаешь откуда? Будни милиции. Вот скажи мне, пожалуйста, зачем? А чтобы все подумали, что он такой бывалый милиционер, а на самом деле он вообще, может быть, неизвестно кто.
Так, вот тебе, пожалуйста, 2 улики, 2 подозреваемых. Это тебе не целоваться с кем попало. Знаешь что? У тебя замшелое, заскорузлое и консервативное отношение к следственному делу. Да что ты говоришь? Маш, слушай, перестань считать меня дурой. Я помогаю тебе, как могу. Гуть. Я Гутя. обиделась. Гутя! Располагайтесь. Располагайтесь. Ты сам украл ее из музея? Да. Владимир, Все чисто. ЦК поручил мне... Я контролирую следствие. Ох, и у меня к вам тоже Ты убрал девку. Пока вы немножко не передохнете, Нет. не пообедаете, ни слова по ней. Лучше ее не трогать. Начнут копать, выйдут на тебя. Она не опасна. Может, полезно. Подпрыгнуть. Ты скажи своим бандитам, чтобы больше никого не грабили. Тебе золота тоже достаточно. Хватит на большой дом под Парижем. Ну, нам с вами говорили. Буфет ищет родственников короля. Считает, что фигурки могут быть у кого-то из них. Пускай ищет. Главное, ты его не потеряй из вида. Его кусают посёк. Да ведь это же видите, Пускай вы просит. не получите ухи. Почему? Как почему? Мы условия. А политики не здорово. Забыл, сдаюсь. Вы были у врача? Да никак не соберусь, Владимир Ильич. Это безобразие. Это черт знает, что такое. Сейчас как никогда вы должны заботиться о своем здоровье. Впрочем, это неверно. Никакого вашего здоровья у вас нет. Ваше здоровье принадлежит партии, и мы требуем, чтобы вы относились к нему бережно. Да давай забивай уже, ну! В Москве инициативой вновь завладели спартаковцы. После рейда по левому флангу Семин метким ударом забивает гол. Ты чё, супер? В пользу Спартака. Проходит меньше минуты, а спартаковцы вновь пробивают оборону ленинградского «Зенита». «Зенит» организует ответное наступление, но спартаковцы перехватывают мяч. 2-0. Ты козырухи, что ли? Послушайте, как ревут трибуны, как ревет стадион. Опасный момент у ворот «Зенита». И Покатов забивает 3-й мяч. 3-0. Вань, смени меня. Боюсь, простужусь. Эй, иди поешь малость. Вот это дело. Не футбол, а фуфло. Сборная инвалидов. На текущий сеанс. Не так, Катя, не так. Ну как же риску? Надо любить свой труд. Труд облагораживает человека. Что такое домработница? Домработница – это своего рода директор домашнего хозяйства. Вы занимаете ответственный пост, Катя. Вот. Почему вчера не пришел? Телеграмму поздно принесли. Без меня ничего не делайте. Только садитесь за папироску и сливайте в никотин. Собирайте занавески. Дома. Вымойте пол в кухне, Доктору купите всё на запрещает свет, недалеко ходить. перечистите комнаты.
кровати до сортира и обратно. А потом, когда я вернусь, будете готовить обед под моим руководством. Во дворе машина, в ней стукач. Окна двое, один у арки. Стукач не знает, в какой парадный. Гусар пусть либо дома сидит, либо уходит по крышам. Ну, так дома сидит. Хорошо, хорошо. Я пошлю кого-нибудь, сам сообщу. Как дождь, так руку ломит. Руку оттяпали 44-й. Она все равно ноет. Даже пальцы чувствует. Неплохо бы, начальник, с топоря махнуть. Чего? До зоркости глаза. Ты давай не заговаривайся. Поел, иди смотри. Четвертый гол на 88-й минуте забивает Виктор Мишин. Слыхал? Да, мазло, лохи. Дай мне пол-литра. В прошлом году торпеды 5-1 проиграли. А в этом году Спартаку. Знаете, этого Шаркова надо. В шею. Будешь? Давай с горя. Все, давай. Спасибо, земляк. Вот он. Точно? Обижаешь, начальник. Ой, стрелять буду! Руки! Ваня! Ваня! Готов? Готов. Ну, извини.